Если вам всегда было интересно узнать, как создаются витражи, то в Кракове есть прекрасное место, где вы можете своими глазами увидеть весь процесс. Витражная мастерская и музей продолжают традиции краковского производства витражей начала XX века. Это старейшее постоянно действующее место такого типа в Польше. И кроме того, оно все еще находится в том же здании, что и во время своего открытия в 1902 году. В музее витражей выставочные пространства переплетаются с мастерской. Во время экскурсии вы сможете наблюдать процесс создания витража в рабочей атмосфере, видеть художников и мастеров. Поэтому осмотр возможен только с гидом музея в определенное время. Рассказав о заслугах и достижениях мастерской, гид подводит гостей к специальному столу с эскизами и кусочками цветного стекла. Здесь вы узнаете о первом этапе создания витража – эскизе, и увидите, как из рисунка он постепенно превращается в своеобразную схему, разбитую на кусочки. Следующий шаг – подобрать нужные оттенки цвета. Художнику необходимо выбрать из десятков похожих именно те, которые подойдут наиболее хорошо. Самое главное для витража – это как свет будет проходить сквозь стекло, и для этого палитра цветов расположена напротив окна. В средние века было доступно немного разных цветов. Стекло имело большое количество изъянов в виде пузырей, затемнений, неоднородностей цвета. Однако подобные дефекты придают средневековым витражам особую прелесть, главным образом благодаря игре цвета. В конце XIX века стали намеренно добиваться неоднородности стекла, чтобы повторить этот эффект. Когда нужные оттенки стекла выбраны, вырезаются маленькие кусочки пазлы, которые потом будут скрепляться между собой. Гид показывает разные инструменты, с помощью которых можно вырезать стекло, рассказывает об их преимуществах и сложностях. Следующий этап, когда все детали уже готовы, их нужно скрепить между собой. Вы узнаете о разных техниках и чем они отличаются друг от друга. Например, одна из самых старых техник, которая сейчас практически не применяется, это скрепление кусочков стекла полосами из свинца или латуни. Такие полосы называются протяжки. Технологию скрепления кусочков стекла между собой с помощью медной полоски, в дальнейшем фольги, придумал потомственный ювелир Тиффани. Каждый кусок стекла по периметру оборачивается медной лентой, и при раскладке витража медные соприкасающиеся полоски пропаиваются. Это одна из самых распространенных и дорогих на сегодняшний день техник. По крутой винтовой лестнице вместе с гидом вы поднимаетесь на второй этаж мастерской, в ее художественную часть. Здесь мастера рисуют те детали витража, которые нельзя передать просто мозаикой из стекла. Обычно это лица, оттенки и мелкие детали. Здесь уже другой стол с материалами, и гид предлагает угадать, какие цвета использованы в витраже, что лежит перед нами. Сделать это не так-то просто, ведь все цвета одинаково темные. Тогда гид помещает витраж на специальную световую панель, и он словно оживает, наполняясь светом и яркими красками. Нам наглядно показывают, почему художники работают только так, чтобы видеть все оттенки и нюансы цвета. Также мы можем узнать, как добиться различных оттенков на витраже, какие кисточки и инструменты для этого используются. И даже сами можем попробовать наложить тени на специальный образец, почувствовав себя художником. В средневековых витражах применялись натуральные краски на минеральной основе. Таким способом расписаны практически все витражи в готических храмах. Как мы поняли, в краковской мастерской делают витражи, расписанные высокотемпературными красками или эмалями. Эти краски вжигаются в основное стекло при температурах от 600 до 700 градусов. Рисунок получается стеклом по стеклу и практически вечным. Это одна из самых дорогих техник изготовления витражей. Как правило, расписывается не все полотно витража, а только ряд стеклянных вставок. На этом экскурсия по мастерской заканчивается, и вы попадаете в выставочный зал. Сам по себе он довольно небольшой, и экспонатов не так много, но все они выглядят впечатляюще, и о каждом гид расскажет что-то интересное.
Например, на этом витраже кусочек стекла, изображающий воду, сделан в специальной технике, и стекло получается ребристым, словно застывшие волны, не только на вид, но и на ощупь. Жемчужинами коллекции музея являются витражи по проекту польского художника Станислава Выспянского. Один из них – «Полония». Витраж разработан художником на рубеже 19 и 20 веков, но так и не был реализован в стекле. Он показывает Польшу во время формирования польской национальной идентичности. В центре – олицетворение страны, фигура женщины в алом плаще, украшенном белыми орлами, с мечом. Она окружена испуганными фигурами, представляющими 3 поколения нации, лишенные государственности. Художник не согласился с изменениями в проекте, твердо отстаивая свою концепцию, которая в итоге была отвергнута. Полония разделила судьбу многих других нереализованных витражей, но была воплощена в жизнь силами художников мастерской. Аполлон – это уникальный проект Петра Островского, который был реализован в течение 2016-17 годов и был направлен на восстановление одного из самых красивых проектов Станислава Выспянского. До этого витраж существовал только как не самая удачная реконструкция, так как оригинал был уничтожен во время Второй мировой войны. В 1904 году Станислав Выспянский сделал проект витража для здания медицинской ассоциации в Кракове, где он отвечал за общую внутреннюю отделку. Работа изображает греческого бога света и искусства Аполлона, сияющего как солнце в центре, окруженного меньшими изображениями божеств, символизирующих планеты Солнечной системы. Слева от Аполлона находятся мужские божества, справа – женские. Чтобы воплотить проект в жизнь наиболее близко к уничтоженному оригиналу, пришлось использовать сложные техники, но результат превзошел все ожидания. Официальное открытие готового Аполлона состоялось во время выставки в Испянске в Национальном музее в 2017 году. С тех пор Аполлон находится в постоянной экспозиции музея витража. На этом экскурсия заканчивается. Вы возвращаетесь в небольшое уютное кафе, где можете задать интересующие вас вопросы гиду или приобрести местные сувениры. Также в мастерской проходят мастер-классы по изготовлению витражей на разных языках, от коротких 2-часовых до настоящего обучения изготовлению витража с нуля. В специальном буклете указаны места в Кракове, где можно увидеть работы мастерской. Например, на площади Всех Святых есть выставочный павильон Выспянского, украшенный 3 витражами по его проектам. Мастерская витражей в Кракове – это уникальная возможность узнать секрет создания витражей, увидеть своими глазами материалы, инструменты, мастеров и художников за работой. Если вам, так же как и нам, нравятся витражи и интересует процесс их создания, то мы рекомендуем вам эту экскурсию для посещения. Если понравилось видео, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы и предлагайте темы новых сюжетов в комментариях, поддержите лайком и рекомендуйте видео друзьям. До встречи!